go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим очень бюджетные двухдрайверные динамические наушники от компании 7 Гц стоимостью $29. И приходят они в очень небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется логотип компании, изображение самих наушников, а также указано название модели этих наушников, а именно Elua Ultra. То есть, как вы, наверное, уже догадались, это обновление оригинальных 7 Гц Elua, которые выходили в коллаборации с обзорщиком Bad Guy Audio. Я уже сразу вам могу сказать, что эти наушники звучат на мой вкус определенно лучше. Ну а здесь сзади у них указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера. Один диаметром 10 мм, а другой диаметром 8 мм. Но чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 19 Ом. Но тем не менее, на раскачку эти наушники довольно средние. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Набор силиконовых амбушюр. Ну и инструкция по использованию наушников. Наушники очень небольшие, выполнены полностью из полупрозрачного пластика и имеют металлическую вставку серебристого цвета на фейсплейтах с цифрой 7. А здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части уже можно увидеть два динамических драйвера. Один покрупнее, а другой поменьше. А также тут есть маркировка канала и два небольших отверстия для компенсации. Ну а звуковод у этих наушников, как и у оригинальных 7 Гц Elua, не слишком длинный, а довольно короткий и имеет диаметр 6,3 мм, а также получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр, и конечно он был защищен металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в моих ушах довольно хорошо, и проблем с использованием, как и в случае с оригинальными 7 Гц Elua, у меня не было. Это по-прежнему довольно удобная посадка, хорошая звукоизоляция и достаточное прилегание с надежной фиксацией. Ну а вот амбушюры из комплекта, понятное дело, идут очень простые, и от себя я бы вам сразу советовал их поменять на варианты получше. Благо сейчас выбор на рынке амбушюр очень большой, а также при желании, конечно, имеет смысл поменять и кабель. Но если вы, как и я, хотите выжимать прям максимум из этих наушников, несмотря на их бюджетность. Ну а приобрести динамические наушники 7 Гц Elua Ultra вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников 7 Гц Elua Ultra. Эти наушники имеют усиление низких частот на 11 дБ с плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь был выполнен прям четко на уровне моего таргета и приходится ровно на 3 кГц. Да и высокие частоты для таких очень бюджетных динамических наушников, как по мне, ну просто впечатляюще хороши, поскольку они очень продолжительные и лишь плавно затухают после 15 кГц. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках 7 Гц Elua Ultra нам сразу дают понять, что это не про напор, не про безумную басхэдность, а про чистоту, глубину и фактуру. Саба здесь действительно хорошо уходит вниз, весь фундамент чувствуется уверенно, но он не давит на вас и точно не старается доминировать. Это тот случай, когда низ просто расширяет пространство, добавляет масштаба и воздуха и создает ощущение уже более глубокой сцены. Но делает это он очень аккуратно и без какого-либо грубого давления. А вот мидбас в свою очередь звучит собранно и очень аккуратно. Бочка имеет четкий контур, панч всегда контролируемый, а бас-гитара читается раздельно и не смешивается с ударной партией. И тут нету какого-то избыточного объема или сверхдобавленной пышной жирности, поскольку все сделано так, чтобы сохранить естественный баланс этой модели. В общем, это именно, ребята, про ясность и точность, а не про какое-то басхэдное давление. Ну и особенно радует текстурность низких частот. Бас по восприятию здесь не плоский, не формальный, а он живой, насыщенный разными мелкими оттенками. Поэтому какие-то вибрации струн, зернистость синтов, легкие шероховатости, да и в целом все нюансы низкочастотных партий ощущаются здесь очень отчетливо. А вот по характеру атаки этот бас я бы описал как очень плавный и без какого-то вот этого резкого начального щелчка. Но при этом он не вялый. Он как бы стартует мягко и с хорошим контролем, а также быстро затухает
затухает и не затягивает хвост. И это дает уже отличный результат в быстрых жанрах. Ритм остается чистым и хлестким, без какой-то размазанности. А музыка уже на выходе звучит более собрано и динамично. И в целом низкие частоты в 7 Гц Lua Ultra можно описать как прозрачные, фактурные и достаточно глубокие, но точно не басхедные. Они дают эмоции, драйв и ощущение масштаба, но делают это очень сдержанно, не перетягивая все ваше внимание и совершенно никак не окрашивая середину. В общем, ребята, это именно тот случай, когда бас очень точно работает на музыку, подчеркивает ее ритм и атмосферу, оставаясь при этом своей подачей очень чистым и контролируемым. Ну а средние частоты в наушниках 7 Гц Lua Ultra звучат прозрачно и чисто и без малейшей замутненности. Здесь точно нет какой-либо излишней энергичности или искусственной плотности, подача очень легкая, воздушная, но при этом уверенная. Поэтому вокалы получаются естественными, без окраски или какого-то лишнего подчеркивания. И, например, мужской голос сохраняет характерную телесность, а женский чистоту и плавность. И все это звучит так, как должно звучать, без какого-то там налета сухости или искусственно добавленного тепла. А вот инструменты в этом диапазоне раскрываются прям по-настоящему натурально. Акустическая гитара звенит прозрачно, детально, фортепиано звучит прям живо и реалистично, ну а струнные не теряют своей характерной утонченности. И здесь нет ощущения какого-либо приукрашивания или сглаживания, поскольку на выходе все звучит ровно, причем настолько, насколько нужно для максимально комфортного вашего восприятия. И для бюджетных наушников это прям реально хороший результат. Но как по мне, все же главное достоинство середины у этих наушников — это отсутствие той самой утомительной энергии и резкости, которая характерна уже некоторым моделям с более энергичным Harman-тюнингом. И в сравнении с ними здесь музыка подается более плавно, без криков и какого-то выпячивания. И благодаря этому эти наушники можно слушать реально очень долго и не чувствуя усталости. И даже к моему удивлению, у этих наушников переходные процессы достаточно быстрые, благодаря чему на уже динамичных партиях инструменты не смазываются, атаки ясные, а затухания своевременные. Все звучит собрано, технично, но без какого-то сухого акцента на микродетали. То есть баланс между музыкальностью и разборчивостью был соблюден здесь очень грамотно. И в итоге средние частоты у этих наушников — это прозрачность и естественность без перегибов. Они плавные, чистые и комфортные, с отличной читаемостью вокалов и инструментов, но без какой-то излишней яркости или энергии. Это именно та середина, которая вас не утомляет, а наоборот увлекает, и ты слушаешь эти наушники и просто погружаешься в музыку. Ну а высокие частоты в наушниках 7 Гц Lua Ultra подаются очень аккуратно, сбалансированно, они прозрачные, достаточно детальные, но при этом точно не стремятся быть яркими или колкими. Здесь нет ни намека ни на резкость, ни на темноту, ни на те самые синтетические оттенки, которые вас утомляют или выбиваются, поскольку здесь все подается плавно, естественно и очень комфортно для вашего восприятия. Поэтому те же цимбалы, хай-хеты и перкуссия звучат чисто и разборчиво, но никогда не выпрыгивают вперед и не утомляют ваш слух. Это именно та подача, где все детали слышны отчетливо, но без какой-то излишней акцентированности, как в более светлых наушниках. И даже уже на записях с реально агрессивными верхами эти наушники хорошо держат контроль и не допускают какого-либо дискомфорта. Но что все же особенно приятно в этом бюджете, так это техника и работа с микронюансами. Этот верх словно открывает пространство, добавляет воздуха и прозрачности, создает ощущение ширины сцены, но при этом в нем прекрасно также слышны все мелкие оттенки. Например, какие-то послезвучия тарелок, легкие переливы струн и даже дыхание вокалиста. И все это не какое-то искусственное подчеркивание, а очень естественная подача, которая делает музыку уже более живой и естественной, где затухания аккуратные, а атаки быстрые, благодаря чему инструментал здесь не сливается в какую-то одну кучу, а остается раздельным и чистым. И сцена в верхнем диапазоне уже воспринимается куда более структурированной, прозрачной и легкой. Но звуковая сцена в наушниках 7 Гц Lua Ultra ощущается комфортно и очень уютно. И здесь сразу чувствуется, что пространство построено очень правильно. Все инструменты занимают свои места, звучат раздельно и никогда не наслаиваются друг на друга. И здесь нет ощущения какого-то непонятного хаоса или плоского звука. Все организовано логично и очень понятно для восприятия, что для бюджетных наушников, согласитесь, это прям просто безумно. И я не шучу, друзья, но глубина сцены здесь действительно впечатляет. Инструменты располагаются в пространстве с естественной перспективой, ближние по
партии всегда стоят рядом, а задний план создает ощущение большего воздуха и пространства. И каждая деталь слышна четко, и при этом звук не кажется по восприятию каким-то сухим. Музыка всегда в этих наушниках воспринимается живой, объемной и даже с ощущением, будто ты находишься в студии или небольшом, но очень уютном зале. И для этой цены разделение инструментов здесь тоже на высоком уровне. Вокал стоит всегда уверенно по центру и не теряется среди инструментов. А каждый инструмент от гитар, клавишных до перкуссии имеет свое собственное место в пространстве. И это не только делает композицию уже более разборчивой, но и создает ощущение гармонии и целостности. И в целом звуковая сцена у 7 Гц Lua Ultra ощущается комфортной и правильно организованной. Все инструменты стоят на своих местах, между ними есть пространство, а глубина ощущается очень естественной. Поэтому прослушивание превращается в очень приятное и расслабляющее погружение в композицию. Но вывод у меня получился таков: 7 Гц Lua Ultra без всяких сомнений это отличные динамические наушники, причем на мой вкус сейчас, наверное, даже одни из лучших в этой ценовой категории. Бас у них достаточно глубокий и текстурный, середина прозрачная и естественная, а верх аккуратный и детальный. Ну а сцена комфортная и очень правильно организованная, благодаря чему на выходе музыка в этих наушниках звучит живо, приятно и очень естественно. И самое главное, что эти наушники можно слушать долго и без утомления, поскольку подача у них плавная, сбалансированная и комфортная для слуха. Поэтому от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. И если у вас сейчас небольшой бюджет, то это будет прям то, что нужно. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.